Всем привет! Сегодня у нас вот такой руль от Volkswagen Tiguan. Машина прошла 40 тысяч километров. Вот такой результат, который мы будем исправлять. В этом видео будем перетягивать вот этот руль. Покажу все детально, поэтапно, как что делается. Будем делать вот из такой натуральной кожи. Это чипрак. Будет немножко матовый руль. Поэтому усаживайтесь поудобнее и смотрите до конца. Погнали! Итак, друзья, приступим. Первым делом мы снимаем старую оплетку, снимаем лекало, измеряем руль в обхвате и в диаметре, в окружности. Затем нужно избавиться от старого клея и пыли. Вот, сейчас мы этим будем заниматься. Измеряем обхват руля верхней части. Девять и 8. Измеряем здесь. 10 и 2. Все нормально. Когда наденется оплетка на руль, то все стянется. Оставляем на припуске сантиметр. С одной и с другой стороны, где будем сшивать части. Так, и теперь перерисовываем вторую часть. Когда мы сняли лекало, перемещаемся и берем кожу. Это натуральная кожа. Толстенькая такая, достаточно плотненькая. И в этой серии из видео мы узнаем, сколько можно из одного черпака перетянуть рулей, чтобы рассчитать себестоимость перетяжки руля натуральной кожей. Итак, это первый руль на этом чипраке. Это новый. Вот, только что достал его. Так, небольшой совет. Кроить кожу лучше всего не на лице, а вот так.
берем, переворачиваем. Здесь уже обводим наши заготовки, наши лекала. Стоит обратить внимание на то, что это лицо, да, соответственно, чтобы лицо у нас, кожа было здесь, нужно перевернуть. И здесь также лицо будет так, и лицо будет так, так как это две зеркальных части. Следующим, на что стоит обратить внимание, это в какое направление тянется кожа. Кожа должна тянуться вот в этом направлении. То есть берем кожу и смотрим на то, куда она тянется. Также это то же самое касается и эко-кожи. И раскладываем правильно наши лекала, обводим, вырезаем. И потом уже перемещаемся к машинке, где я вам еще что-нибудь расскажу. Упустил два момента. Когда вы выбрали место на коже для обрисовки лекала, обязательно кожу натурально нужно перевернуть и посмотреть лицо. Потому что там могут быть шрамы, там могут быть растяжки и так далее и тому подобное. Поэтому посмотрели, да, все нормально, оценили, переворачиваем, обрисовываем. Лекала 1 к 1. То есть вот эти места, припуски, мы обведем как по лекалам и прибавим здесь еще сантиметр на то, чтобы утопить в канавке. Вот. Но почему я здесь обвожу, здесь буду обводить 1 к 1, чтобы ее прошить прям по линии. Тогда будет все идеально ровно. Вот что я имел в виду. Вот лекало. Вот мы оставляем припуски и стачиваем детали ровно по этой линии. И здесь также по сантиметру выезжаем на припуски. Раскраиваем все, да, вырезаем и идем, примеряем на руль, после чего уже сшиваем. Вот, кожа тянется вот в этом направлении, она создает такой, как бы, будет облегать руль, полностью облегать, а вот в этом направлении она практически не тянется, возможно, там на какие-то миллиметры. И то же самое вот с боковыми частями. Итак, после того, как мы раскроили наши заготовки, важно настроить машинку. Сшивать мы их будем 30-кой ниткой, можно 40-кой, но лучше 30-кой, надежнее она намного. Нужно настроить машинку. Берем вот кусочек такой кожи, да, такой же, и настраиваем ее, чтобы шов был идеальный. Ставим длину стежка 3,5 миллиметра и пробуем. Смотрим, что у нас получится здесь. В принципе, меня все устраивает. Значит, можно оставить. Я ее уже предварительно настроил. Но вообще, из практики, точнее, немножко теории, чтобы поднять верхнюю нить в шве, да, нужно затягивать верхнюю нить, зажимать. Чтобы опустить верхнюю нить вниз при стачивании, нужно ее ослабить. То есть это правило просто нужно запомнить. Так, берем вверх, лучше сразу низ и низ стачиваем.
Стачиваем низ и низ, точнее право и лево с нижней стороны. С нижней стороны. Кстати, хороший совет, который я себе открыл. Все заготовки можно перед стачиванием закреплять степлером. Чпоник, чпоник и чпоник. Все. Теперь у вас ничего не собьется. Берем и стачиваем. Закрепку ставить не нужно, это портит лицевую часть кожи. Концы нити просто завязываем на узел. Это гораздо надежнее. Так, теперь прибиваем вверх. Также можно вот степлером его. Чпоньк, чпоньк, и он у вас надежно зафиксирован. Ничего подправлять или там не нужно. Просто берете и стачиваете. Нитку верхнюю лучше держать в начале шва в натяг. Нить на узел. И также другую сторону делаем. Нити заправляем назад, чтобы они не запутывались и не сбивали строчку. Иглу вставляем в кожу и погнали. Оплетка готова. Осталось ее прострочить по бокам. И прежде чем приступать к отстрочке, нужно измерить длину стежка оригинала и длину отступа от края. Так, стежок делаем 0,5, 5 миллиметров, и от края отступаем тоже 0,5. У меня есть такая лапка для отстрочки. И тут начинается почти самое интересное. Одно из самых интересных мест — это отстрочка шва, да, для шва макраме. В общем, суть в чем? Суть в том, что от настройки машинки будет меняться шов. То есть очень важно перед отстрочкой еще раз наладить машинку. Нужно подкрутить, вот здесь покрутить, да, ослабить, так как мы с 30-ки поменяли на 20-ку, на более толстую нить. И эти фирмы нити разные,
соответственно, машинка себя будет вести, ну, по-другому шить будет. Вот. И нужно поймать золотую середину, которая нас устроит. Ну, первым делом мы выставляем длину стежка 5 миллиметров. И идем на настройку верхней нити. Для быстроты можно нижнюю оставить 30-ку, а уже верхнюю нить регулировать силу ее натяжения. Итак, мы ее ослабляем. Прошиваем на таком же материале, на обрезках. И смотрим, что у нас получилось. Смотрим, что получилось. Можно даже вот проверить ее утяжку. Так, длина стежка должна быть немного больше. Чуть-чуть. И сила натяжения верхней нити, она слишком сильно натянута. То есть вообще суть в чем? Суть в том, что чем слабже верхняя нить, тем дальше она у вас уходит к середине. То есть если вы хотите шов сделать такой, чтобы нить, которой зашиваете шов, шла прям почти посередине, да, то нужно нить ослаблять, верхнюю. Если вы хотите, чтобы нить шла вот так вот, да, то есть вот это вот еле-еле можно было утянуть, то верхнюю нить нужно зажимать. Но стоит еще учитывать тот фактор, что оплетку вы будете растягивать достаточно сильно, когда будете надевать на руль. И с этим моментом лучше экспериментировать, и в итоге вы найдете золотую середину для себя, то, что вам больше нравится, и вот как-то так. Вот обращайте внимание вот на эти моменты. Итак, я сейчас отстрачиваю, и мы переходим к следующим этапам перетяжки руля. Вот этот вот момент прохождения этого момента при отстрочке, у многих возникают вопросы, как сделать так, чтобы вот в этом месте машинка не буксовала, то есть строчка не меняла длину стежка. Решение этой проблемы на самом деле вот машинка с тройным продвижением. Она это все идеально проглатывает. На обычной машинке единственный способ — это вручную просто вот крутить вал тихо, медленно и аккуратно. Вот, и тогда здесь строчка будет ровная. И видите, лапка, она упирается в край, тем самым получается ровная, идеальная строчка. Сейчас наглядно продемонстрирую, как это все работает. Мне приходится только подправлять немножко, поддерживать. Вот, видите, стык кожи, и машинка идеально проходит его, потому что она тройного продвижения. Переходим к предпоследней части перетяжки руля, а именно к проклейке. Итак, клей я использую термоактивный, на данный момент молекула Black. Так, объясню суть. Первым делом промазываем руль. Можно в 2 слоя.
выдерживаем между слоями, между нанесением 6 минут. Первый слой ждем 6 минут, второй слой ждем 6 минут. И, ну, там и можно как бы забить, можно другими делами заниматься. Дальше мы не промазываем оплетку, пока рано. Мы делаем так, мы ее греем феном, хорошенько прогреваем оплетку феном. Здесь уже прошло, допустим, 12 минут после нанесения клея. Мы хорошо разогретую оплетку натягиваем на руль. Все потому, что эта кожа очень плохо тянется. И нам нужно ее как-то надеть на руль. Греем, не промазывая клеем, греем. Потом натягиваем на руль и уже расправляем все. То есть она встает так, как нам надо, да, все контролируем, все смотрим. И уже промазываем края. Промазываем края оплетки доступные, да, все в 1-2 слоя. И с теми же интервалами ожидания. И начинаем завязывать швом макраме, после чего проходимся феном, и руль готов. Итак, дождались, пока наш прекрасный клей высох. Берем фен, берем оплетку, переворачиваем ее, греем только вот эту часть, вот эту шкуру. Берем вверх. Теперь она прям отлично тянется. Ну, смотрим, да, где вперед, где зад. Берем вверх. Вставляем припуск в канавку. При этом клей с оплеткой не схватывается, даже когда оплетка прогрета, потому что она не промазана вторым слоем клея. Нам нужно зафиксировать припуски в канавке. Смотрим внимательно, чтобы все попало. Так, чтобы было. Попадаем в следующую. При этом нужно быть внимательным, чтобы не потерять середину, центр. Так, разравниваем оплетку. Вот я прочертил середину, где должен быть середина стыка. Идти шов, да, завязываться. Синим маркером обвел, чтобы не потеряться, чтобы линия была прямая. Вот. Теперь можно промазать клеем уже саму оплетку, особенно вот в этих местах, да, и вообще, где это возможно на данный момент. Вот. После чего приступаем к завязыванию шва.
Итак, зашили руль, запаковали кожу. И вот такой вот получился результат. Вот такой шов. И небольшой подарок. Лекало можете скачать по ссылке в описании бесплатно. Лекало на этот руль. Вот такие канавки получились. Все четко. Кому понравилось, ставьте нравится. Подписывайтесь на канал. Скачивайте лекало. Покупайте кожу. И перешивайте рули своими руками. Всем пока. Удачи.